Окей. Так, ну что, какие мысли по поводу решения этой задачи? С чего начнем? Приблизил. Какие идеи? Ну, блядь. Так, через это. С чего начнем решать? Да, это понятно. Да, без дана. Без дано. Давай теперь рисуем. Хорошо. Рисуем. Давайте перерисуем. Рисуем. Так. Рисуем. Давайте вот так вот. Поширше. Окей. Ну давайте согласно условию задачи. Чего у нас есть с вами? Рыбка. Верно? Данный рисунок задачи у нас это вид сверху. Правильно? Если мы будем смотреть, как смотрит мальчик в аквариум, то здесь у нас будет с вами проекция, рыбка будет казаться ближе. Правильно? Рыбка находится на самом деле на расстоянии А от края аквариума. Правильно? Значит, мы должны это расстояние А внести. Ну, пусть будет это расстояние А. Аккуратненько его вынесем. Это расстояние А. Так, так и так. Соответственно, это у нас с вами расстояние А, на котором находится рыбка на самом деле. А мальчик видит эту рыбку на расстоянии Б. На расстоянии Б. Соответственно, здесь у нас где-то точка Б, без разницы где. Ну, соответственно, вынесем также это расстояние. У нас расстояние Б. Соответственно, сюда для красоты скажем точка А, сюда точка Б. Окей, ну вынесли. Так.
Угу. Вот мы смотрим перпендикулярно. Лучи света не преломляются. То есть смотрим, как указано стрелкой. Верно? Лучи света не преломляются. Нас спрашивают, на каком расстоянии А от этой стенки будет видна рыбка. То есть просят найти А. Верно? Как же нам найти это расстояние А? Значит, нам нужно посмотреть на лучи, которые будут преломляться. Согласны? Так. Соответственно, свет, отраженный от рыбки, пойдет куда? В какую-либо точку. Верно? Давайте, пусть пойдет сюда. Свет, отраженный от рыбки. Окей. Соответственно, что мы должны сделать? Провести перпендикуляр к точке падения. Верно? А перпендикуляром к точке падения здесь может послужить у нас радиус. Правильно? Потому что радиус перпендикулярен касательной. Соответственно, если мы нарисуем касательную, которая будет перпендикулярно радиусу, ну, окружность у меня корявая была выбрана, вернее, была выбрана эллипс, а не окружность, грубо говоря. Перпендикуляр должен был бы быть как-то ниже. Примерно. Да? Просто для себя пометим, что здесь у нас 90 градусов. Между касательной и радиусом к окружности. Угу. Окей. Соответственно, лучи света падают под углом альфа. Верно? Показатель преломления воздуха, назовем его n1, он равен единице. Показатель преломления воды в аквариуме n, и он равен 4/3 по условию задачи. Угу. Соответственно, мы выходим из более плотной среды в какую? В менее плотную. Правильно? Это наш перпендикулярчик. Раз мы выходим из более плотной среды в менее плотную, значит, угол отклонения должен быть больше. Согласны? Угу. От перпендикуляра. Угол отклонения должен быть больше от перпендикуляра. Ну, примерно, пусть он пойдет вот сюда. Смотрим. Будет он совпадать у нас тут. Да, вот так вот. Примерно вот так. Соответственно, угол бета у нас это угол между перпендикуляром и лучом преломленным. Согласны? Вот такой угол бета. Так пошел лучик. Что мы можем с вами сказать? Согласно закону Снеллиуса, синус угла альфа относится к синусу угла бета как то, как n1 к n воды. Да? Мы делим меньшее на большее, соответственно, n1 к n воды. Ну или единица, деленная на n. Согласны? Единица, деленная на n. Это понятно? Это понятно. Окей. Замечательно. Теперь давайте скажем следующее. Пусть вот этот уголок, назовем его угол гамма, очень маленький. То есть гамма – малый угол. Соответственно, если гамма угол малый, то есть нужно полагать, что вот этот наш радиус, который мы нарисовали, чтобы видеть эти углы, он идет очень и очень близко, да, к этому радиусу. То есть примерно так идет при малых углах. Но мы нарисовали большие углы, чтобы понимать, что происходит в задаче. Угу. То есть вот этот уголок гамма на самом деле достаточно маленький. Если этот уголок гамма на самом деле достаточно малый, то угол альфа и угол бета тоже достаточно малые углы. Согласны? Значит, мы можем перейти к малым углам. Альфа по отношению к бета будет равен единице разделить на n. Угу.
Ну, давайте здесь поставим какую-нибудь точку С. Это будет точка С. Давайте рассмотрим треугольник ОАС. Треугольник ОАС. И рассмотрим угол в этом треугольнике, угол ОАС. ОАС. Скажите, пожалуйста, а чему будет этот угол ОАС равен? Да, вот этот внешний. Да? Если мы рассмотрим вот этот внешний угол. Да, я имею в виду внешний. Ну, давай внутренний рассмотрим. Давай внутренний. Давай внутренний вот этот. Вот этот внутренний. Давай вот этот внутренний рассмотрим. 180 минус альфа минус гамма, да? Ну или 180 минус альфа плюс гамма, да? 180 минус альфа плюс гамма. Согласен. Окей. Тогда вот этот внешний угол CAB, да? Внешний угол треугольника ОАС. Угол CAB внешний. Внешний треугольника, соответственно, ОАС. 180 минус вот этот уголок, да? Соответственно, 180 минус 180 минус альфа плюс гамма. Или раскроем скобки, то мы получим альфа плюс гамма. Согласны? Альфа плюс гамма. Окей. Значит, вот этот уголок у нас с вами, это уголок альфа плюс гамма. Замечательно. Замечательно. Окей. Окей. Скажите, какое мне нужно выполнить дополнительное построение? Достроить треугольник где? BC. Да? Достроить треугольник. Такой. Ну, он не обязательно прямоугольный на самом деле. Просто на рисунке мы его видим примерно прямоугольным. Он не обязательно прямоугольный. Это треугольник. У меня нет. Да, у кого-то может он быть не прямоугольный. То есть здесь на рисунке он таким оказался. На самом деле он не обязательно прямоугольный. Окей. А почему я его достраиваю? Потому что на этом месте находится у меня изображение этой рыбки, верно? То есть кажущаяся рыбка. Правильно? Соответственно, я обязан соединить лучи, идущие от кажущейся рыбки, к точке преломления лучей. Согласны? Окей. Окей. Скажите, пожалуйста, а вот этот уголок тогда чему будет равен? Давайте сюда точку D внесем. Угол CBD. Угол CBD. Смотрите внимательно. Вот этот уголок это бета, как вертикально. Согласны? Верно? Продолжение моего радиуса, соответственно, продолжение моей прямой, преломившейся, да, через точку С. И эта прямая проходит через точку Б. Верно? Тогда вот этот уголок у нас с вами это 180 минус бета плюс гамма, верно?
То есть угол CBO. Угол CBO в треугольнике CBO это 180 минус бета плюс гамма. Верно? А если у меня бета не равны? Ну, то есть, видно, что они не равны. А как ты строил? Значит, ты где-то неправильно построил. Вот это у нас продолжение радиуса. Верно? А вот эта прямая у нас сонаправлена и лежит на прямой, которая испытала преломление. Значит, эти углы у нас должны быть вертикальными. Правильно? И значит, они должны быть равными. Верно? У меня же альфа под другим углом. Ну вот угол альфа. Ну, то есть, Между перпендикуляром и углом, падающим, угол падения. ну, то есть вот который верхний луч шел, да, и когда он с более плотный, менее плотный ушел. Вот он угол бета. А потом, получается, этот же отразился, ну, то есть тоже вышел из более плотной. Кто вышел? Ну, другой. Вот этот, да. он никуда не выходит. Здесь нету света. Здесь лучей света вообще нету. Здесь нету предмета, он не существует здесь, этот предмет. Он кажется. Для того, чтобы нам определить этот предмет, что он здесь есть геометрически, мы должны луч, который преломился, продлить в зону. То есть у нас идет луч от А, сюда идет, верно? Луч, который преломился, мы продлеваем к лучу в мнимую зону. Точка пересечения двух этих лучей — это и есть изображение предмета. Это понятно? Соответственно, луч, который преломился, мы продлеваем в мнимую зону, то есть назад продлеваем, достраиваем его. Вот эта точка пересечения двух лучей — это и есть точка, где нам виден предмет. Но на самом деле там предмета нет, вернее изображение предмета. Соответственно, здесь у нас угол бета как вертикальный. Значит, вот этот уголок у нас 180 минус бета плюс гамма. А значит, вот этот уголочек у нас это бета плюс гамма. Бета плюс гамма. Отлично. Бета плюс гамма. Замечательно. Окей. Окей. Скажите, пожалуйста, что мы можем еще сделать, кроме того, что мы нашли вот эти два угла? То есть нашли мы с вами угол CAB, который равен альфа плюс гамма, и угол CBD, который равен, соответственно, бета плюс гамма. Что мы можем еще сделать? Так, я сотру. Нужно вспомнить, с чего я начал. Я сказал, что мы рассматриваем гамма как очень малый угол. То есть вот этот гамма, который у нас сейчас нарисован, это очень маленький угол. Верно? То есть вот эта прямая радиуса, которую я сейчас вращаю, она достаточно близко лежит к тому радиусу, который очерчен изначально, да, при перпендикулярном ходе лучей. Согласны? Соответственно, при малых углах длина дуги равна некоторой прямой. Верно? То есть мы можем внести некоторую прямую, которая будет показывать расстояние от точки D до точки C. И эта прямая, а вернее длина этой прямой, примерно равна длине дуги CD, так как углы малые. То есть прямая вот это X, и эта X примерно равна дуге CD. CD. Верно? Дуге CD. А соответственно, здесь у нас какой угол? 90 градусов. Правильно? Нарисую отдельно.
Вот наша малая прямая. И здесь у нас 90 градусов. Согласны? Окей. Соответственно, что мы можем вот здесь увидеть с вами? Давайте, прямоугольный треугольник у нас. Треугольник CAD. Он у нас прямоугольный. У нас прямоугольный. Угу. Прямоугольный треугольник CBD. Если точка B лежит на AD, тоже прямоугольный, верно? Прямоугольный. Прямоугольный. Замечательно. Угу. Тогда что мы здесь видим? Что x относится, а x это противолежащий катет углу альфа плюс гамма, относится к А как тангенс угла альфа плюс гамма. Верно? Аналогично для второго треугольника. X относится к B как тангенс угла бета плюс гамма. Согласны? Выражаем отсюда иксы. Иксы, соответственно, равны А тангенсов альфа плюс гамма. Иксы, соответственно, равны Б тангенсов бета плюс гамма. Соответственно, А тангенс альфа плюс гамма равен Б тангенсов бета плюс гамма. Ну или, если достаточно условия того, что углы достаточно малые, то А альфа плюс гамма равно Б бета плюс гамма. Для малых углов. Верно? Отлично. Просто кого найти? Просто найти А. Соответственно, выразим А. А будет равно b умноженное на бета плюс гамма разделить на альфа плюс гамма. Согласны? Окей. Если вы помните, вначале мы начали с закона Снеллиуса, что альфа, деленное на бета, это единица на n. Верно? Как мне в этом выражении сделать альфа, деленное на бета? Ведь у меня здесь есть и альфа, и бета. Как в этом выражении мне создать альфа, деленное на бета? Намножим числительное единица на бета и знаменательное единица на бета. Вот на такую дробь. Намножим нашу дробь. Ведь эта дробь равна единице, правильно? На единицу мы имеем право домножать. Соответственно, получаем b. Бета, домноженная на единица, деленная на бета, станет равняться единице. Плюс гамма, домноженная на единицу на бета, это гамма, деленная на бета. Дальше. Альфа, домноженная на единицу, деленную на бета, мы получаем альфа, деленную на бету, плюс гамма, деленная на бета. Верно? Соответственно, выполняем нашу подстановку. Получаем b умноженное на единицу плюс гамма, деленное на бета, разделить на n плюс гамма, деленное на бета. Угу. Согласны? Все достаточно просто. Чем элементарно. Окей. Теперь показатель у меня находится в знаменателе. Мне это не совсем удобно. Я его хочу, показатель преломления, я его хочу вынести в числитель. Чего можно сделать, чтобы его вынести в числитель? Единица на n только здесь у нас. Не n, а единица на n. А у нас здесь единица на n. Единица на n у меня находится в знаменателе.
Мне это неудобно. Я хочу ее вынести в числитель. Как это сделать? Вынести эту единицу на n из знаменателя. Верно? Соответственно, b умноженное на единица плюс гамма, деленное на бета. Я вынесу единицу на n из знаменателя. Получу единицу плюс. А теперь здесь у меня должно сокращаться на n. Верно? Соответственно, n гамма, деленное на бета. И я получаю, у меня n находится в знаменателе, соответственно, число делю на дробь, значит, знаменатель дроби должен уйти к числу. Получаю bn, единица плюс гамма, деленное на бета, и здесь у меня, соответственно, единица плюс n гамма, деленное на бета. Вот теперь достаточно красивое выражение. И сверху как бы единица плюс гамма, деленное на бета, и снизу как бы единица плюс гамма, деленное на бета. Ну, с n. Теперь мне нужно разобраться с гаммой, деленной на бета. Что мне нужно рассмотреть, чтобы разобраться с гаммой, деленной на бета? Ну, смелей. Ну, где у меня гамма и бета? У меня есть треугольник АСБ, верно? Согласны? Я его могу нарисовать отдельно. Вернее, ОСБ. О. Здесь у меня С. Постараюсь нарисовать так же, как у меня было нарисовано изначально на рисунке. Так. Примерно вот так, да? Идет на рисунке. Здесь у меня, соответственно, B. Здесь угол у меня бета. А здесь уголок у меня уголок гамма. Это у меня радиус. И это у меня товарищ радиус. Верно? Согласны? Ой, прошу прощения, это радиус минус b. Радиус минус b, да. ОБ это радиус минус b. Радиус минус b. Чем я могу воспользоваться? Ну, смелее. Чем я могу воспользоваться, чтобы найти отношение гамма к бета? Теоремой синусов. Теоремой синусов. Так, и что это за теорема синусов такая? Давайте ее здесь сформулируем. СБ относится к синусу гамма точно так же, как кто? ОБ к синусу бета. Абсолютно верно, к синусу бета. Правильно? Угу. ОБ к синусу бета. Итак, СБ это у нас кто был? А это неизвестно, кто такой ЦБ. Верно? Кто такой ЦБ, неизвестно. Согласны? Кто такой ЦБ? Отлично. Ну, давайте перейдем к малым углам, потом разберемся. Итак, ЦБ, деленное на гамма, равен ОБ, деленное на бета. Я хочу выразить гамма, деленное на бета. Верно? Соответственно, гамма, деленное на бета, будет чему равно? ЦБ, деленное на ОБ. Отлично. ЦБ, деленное на ОБ. Самое простое это ОБ. Это R минус B. Верно? Гамма, деленное на бета, будет равно CB разделить на ОБ. А ОБ, мы сказали, это R минус B. R минус B. R минус B. Теперь осталось определиться с CB. Да? CB. И как же мне найти CB?
Давайте дострою свой треугольничек до D. До D. И мы с вами скажем следующее, что ОС это радиус. И ОД это тоже радиус. Согласны? Угу. Вот у нас такой треугольничек получился. СОД. Верно? Угу. Окей. Давайте опять воспользуемся теоремой синусов. Угу. Соответственно, СО относится к синусу угла D. Да? СО относится к синусу угла D. Точно так же, как ОД. ОД относится к синусу какого угла? К синусу ОСД. А что это за угол ОСД? Синусу угла ОСД. ОСД. Что это за такой угол ОСД? Что за угол-то? Ну, смотрите внимательно. Ну как его записать? Этот угол ОСД. Угол ОСД. Да, могу. Сюда? Будет 180. Это будет 180 минус 90 минус бета плюс гамма. 180 минус гамма. Что это за уголок? Вот он, ОСД. Вот он, ОСД. 180 минус гамма минус бета плюс. А где 180? Если у нас здесь прямоугольный треугольник. Вот этот треугольник СОД, он прямоугольный с углом D. Значит 180. 90 плюс гамма. Что-то слишком муторно. Ну, я его спрашиваю, как? 90 минус гамма. Это бета плюс вот этот уголочек, верно? Согласны? Бета плюс вот этот уголочек. Давайте его каким-нибудь другим цветом. Вот этот уголочек, верно? То есть вот это у нас бета плюс вот этот уголок. Правильно? А чему этот уголок равен? Если здесь у нас бета плюс гамма и треугольник CBD тоже прямоугольный, верно? То этот уголок равен 90 минус бета плюс гамма. Правильно? Тогда угол ОСД равен, соответственно, бета плюс 90 минус бета плюс гамма. Согласны? Еще раз. Треугольник СОД прямоугольный. Угол D в треугольнике CBD, угол D равен 90 градусов. Сумма внутренних острых углов равна 90 градусов. Значит, вот этот уголочек, синий маленький, равен 90 минус бета плюс гамма. Тогда вот этот угол ОСД равен угол бета плюс 90 минус бета плюс гамма. Да. Ты, по-моему, ничего не увидишь тогда из этих углов. Можно было записать, но тебе придется преобразовывать. СО это кто? Это R. ОД это тоже R. А значит синус угла. Что там у меня за угол-то был? Был угол D, да, я стер. Синус угла D равен синусу угла ОСД. Верно?
или угол D равен, соответственно, углу OCD, это у нас бета, да? Бета плюс 90 минус бета плюс гамма. Верно? Угу. Согласны? А угол D у нас равен 90 градусов. То есть 90 равно бета плюс 90 минус бета, раскрываю скобки, минус гамма. Что мы с вами видим? Гамма чему равен? Гамма равен нулю. Верно? То есть малый угол гамма равен нулю. А если гамма равен нулю, что мы можем сказать о ЦБ? Если гамма равен нулю, вот у меня прямая ОД. ОД, она накладывается на прямую ОС. Верно? Вот ее накладываю на прямую ОС. Согласны? Давайте вот чуть-чуть поширше, чтобы было видно. Накладываю на прямую ОС. Соответственно, вот у меня точка Б, расстояние БД, а вот расстояние БС. Верно? И теперь представьте, когда я начинаю этот циркуль складывать, эта ножка циркуля, она складывается, тогда СБ равно, получается, БД. Верно? Если угол гамма равен 0 градусов, наложились они друг на друга, тогда СБ равно БД. Сложили циркуль. Верно? Ножки циркуля. Соответственно, ввиду того, что здесь примерно гамма равен 0, конечно же, мы отошли от синусов, перешли к своим малым углам. Соответственно, мы с вами можем сказать, что сторона CB примерно равна BD. А BD чему равно? Равно B. Значит, CB, да, давайте запишем, гамма, деленное на бета, равно CB, деленное на R минус B, или B, деленное на R минус B. Согласны? Окей. Нам осталось проработать только нашу формулу. Тогда я сотру. Нам она уже не нужно. Соответственно, что у нас тут за формула-то? А равно b умноженное на n единица плюс гамма, деленное на бета. Это b, деленное на r минус b. Разделить на единицу плюс n умноженное на b r минус b. Вот наше расстояние А. Проверим, все ли у нас есть для вычисления. Радиус есть, b есть, n есть. Угу. Геометрия — великая сила. Геометрическая оптика. Окей. Окей. Вопросы? Вопросы? Вопросов нет? Остается только подставить и высчитать. Давайте следующую. Вот такую. Да, на расстоянии b от собирающей линзы находится точечный источник света, расположен на высоте h большой, главная оптическая сеть. Знаете, я тут b сотру, потому что у нас на расстоянии b от линзы. Вот наша b. Дополним рисунок. Вот наша b. Соответственно, на высоте h находится источник света. В фокальной плоскости линзы расположен экран с маленькой щелью А. Да, у нас есть щель.
На расстоянии h от главной оптической оси, давайте h сотру, помечу расстояние h малое. Вот расстояние h малое. Расстояние от оптической оси главной до нашей щели. Изобразите ход луча SA и определите, на каком расстоянии x от плоскости линзы этот луч пересечет главную оптическую ось. Ну что ж, давайте попробуйте это сделать. Нарисовать согласно правилам построения. Необходимо использовать правила построения.
Так, нарисовали? Какие ходы лучей у нас здесь возникают? Давайте, главная оптическая ось, линза. Пометим фокусное расстояние. Фокусное расстояние. Экран, находящийся в фокальной плоскости. На экране у нас есть щель. Пусть будет на таком расстоянии h. Соответственно, здесь f. Здесь пусть будет точка O, линза, экран, предмет высотой h. S, H. Здесь у нас H малая. Ну чего? С чего начнем? Прямую провести через щель. Отлично. Лучи, идущие параллельно побочной оптической оси. То есть мы должны нарисовать побочную оптическую ось, которая идет параллельно нашим лучам. Эта побочная оптическая ось у нас проходит через центр линзы, пересекают побочный фокус. Зачем нам два луча? Пока нам не нужно два луча. Где сверху, где снизу? Через линзу идет. Через верхнюю часть щели. А зачем? Какая разница, как он пойдет? Вообще без разницы. Соответственно, лучи, идущие через параллельно побочной оптической оси, пересекают после преломления побочный фокус. Побочный фокус — это точка пересечения фокальной плоскости с побочной оптической осью. Верно? Соответственно, вот наши лучи, которые пересекают побочный фокус. Ну, здесь у нас условно продлевается линза. Верно? Так? Так, абсолютно верно. Абсолютно верно. Замечательно. Окей. Угу. Чего? Чего сделал не так? Не так построил. Замечательно. Но этого мало. Этого мало. Чего еще мы должны сделать с вами? Чего, как эта точка? Просто найти чего? Главной оптической осью. А где это пересечение? По всей видимости, вот здесь. Верно? По всей видимости, вот здесь. Замечательно. По всей видимости, вот здесь. Окей. Так. Угу. Выполнили некоторое построение. Нужно ли нам какое-нибудь дополнительное построение? Можем мы определить сейчас по этому построению, где находится изображение предмета? Где находится изображение предмета, мы не знаем. Верно? Значит, нам нужно выполнить дополнительное построение. Представим, что экрана у нас нет. Если экрана у нас нет, то лучи, идущие параллельно
главной оптической оси. После преломления что делают? Проходит через фокус. Пересекают фокус. Абсолютно верно. Пересекают фокус. Согласны? Угу. Окей. Пересекают фокус. Замечательно. Примерно так. Пересекают фокус. Супер. Супер. Угу. Дальше лучи, идущие через оптический центр линзы, чего не делают? Не преломляются. Лучи, идущие через оптический центр линзы, не преломляются. Это случайно? В смысле случайность? Правило. Нет, в смысле, что... Что не пересекаются? Нет, они всегда пересекаются в одной Нет, что точке. именно в этой точке. Все пересекаются лучи в этой точке. Почему случайность? Правило построения. Нет, что вместе с этим лучом. Ну, этот луч у нас проходит через эту точку. Этот луч же проходит через побочный фокус. Проходит. А значит, точка пересечения любых других лучей ознаменует изображение предмета. Изображение предмета мы строим по пересечению любых других лучей. Соответственно, здесь у нас S', изображение предмета. Тогда что мы можем с вами увидеть? Высоту H'. Верно? От главной оптической оси. Согласны? Все очень просто. Вот мы выполнили необходимый достаточный минимум, а может быть даже и максимум для, соответственно, решения нашей задачи. Угу. Теперь, чего нас просят найти? Какое расстояние? На каком расстоянии x от плоскости линзы? Вот наше расстояние x от плоскости линзы, где луч, который пройдет через щель, пересечет, соответственно, главную оптическую ось. Согласны? Замечательно. Ну что, кто-нибудь что-нибудь видит? Кто-нибудь что-нибудь видит здесь? Чисто визуально там два фокуса. М? Чисто визуально там два фокусных расстояния. Ну, давайте с вами вносить точки. Везде, где происходит пересечение, мы введем точки. Точка. Вот точка. Верно? Согласны? Ну, здесь у нас с вами кто? Здесь у нас фокус. Правильно? Здесь находится фокальная плоскость. Так. Ну, вот какая-то точка, например. Давайте их будем нумеровать. Так, здесь у нас фокус. Эта точка есть. Соответственно, давайте нумеровать эти точки. Ну, давайте вот здесь пусть будет точка А. Верно? Высота H это AF. Здесь точка B. FB высота. Правильно? Ну, точка О есть у нас. Соответственно, здесь точка С, здесь точка D. Угу. Согласны? Окей. Точка D. Ну, здесь у нас пересечение S', точка S'. Соответственно, высота у нас H. Давайте вот это пересечение обозначим как K. Какую-нибудь K. Угу. Внесли точечки. Кто что видит? Я вижу треугольник SBA. SBA. SCD. Абсолютно верно. Он подобен треугольнику SCD. Нам нужно SC продлить. Зачем? Достаточно просто дальше выразить, чтобы других двух. Зачем SC продлевать? Чтобы пересечение с D Пересечение с D H1. То есть ты хочешь так продлить? Да. Еще дальше. Зачем? Чтобы треугольник получился и Ну, это сложно. Можно проще. Что мы видим из этих двух подобных треугольников? SBA и SCD. Кто что видит там? Как СБ, БА. БА.
Так, CD. BA относится к CD, меньшее к большему, SB. как SB относится к SC. Ну, хорошо. 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 Угу. Замечательно. Так. А чего у нас дано? Давайте запишем, чего для этого соотношения у нас дано. C это A. Так, SC. SC. Угу. Это кто? Это A. SC. Ой, B. SC это B. Чего за B? А, ты для формулы тонкой линзы имеешь в виду. Расстояние. Расстояние B. Хорошо, SC это B. Расстояние от предмета до линзы. Так. SC это B. SB это B минус F. SB. Вот это расстояние. Мгм. Это B минус F. Согласен. Если это все B, а это расстояние F, то это B минус F. B минус F. Согласен. Дальше. B это BA. H большое плюс H малое. H большое плюс H малое. Молодец. CD это H большое плюс OD. CD. Это H большое плюс OD. Согласен. H большое плюс OD. Мы можем выбрать Замечательно. D для тех других треугольников. Чего мы можем выразить? Ну, нам нужно вывести D для соотношения. Давай с этим соотношением закончим, которое у нас уже есть. Хорошо? Соответственно, BA это H большое плюс H малое относится к CD. То есть H плюс OD. Верно? И это отношение равно SB. SB. Да? SB. А SB это у нас B минус F. Правильно? B минус F. И это относится к SC. То есть к B. Верно? Согласны? Угу. Окей. Кто неизвестен? Здесь у нас. Только D. У нас неизвестен OD. Можем выразить OD? Давайте выразим OD. Чему будет OD равно? Так, H большое плюс H малое Так, H большое плюс H малое умножить на B умножить на B разделить на B минус F разделить на B минус F и отнять H большое. и отнять H большое. Честно все, согласен. И отнять H большое. Давай оптимизируем. H плюс H малое B минус H умноженное на B минус F разделить на B минус F. Раскрываем. HB плюс H малое B минус HB плюс HF ушли, и в знаменателе у нас B минус F. Так? B минус F. Оптимизировали и получили окончательно OD равное HB плюс HF деленное на B минус F. Угу. Так? Так. Замечательно. Это мы поговорили про левую сторону. Да? Левая сторона относительно линзы. Да? Слева от линзы. Давайте по правую сторону поговорим. Чего по правой стороне у нас с вами есть? Это кто? Расстояние от линзы до Расстояние от линзы до изображения. Верно? Ну, давай его B' обзовем. Это расстояние B'. Угу.
Чему b' равно? Как определить b'? Из формулы тонкой линзы единица на f равно единица на кого? Единица на b плюс единица на b'. Верно? Ну, f маленький, а b' у нас. Ну, хочешь, давай f маленький назовем. Кому как удобно. Ну, давай, раз уже успели записать b'. Пусть будет b'. Соответственно, единица на b' это у нас единица на f минус единица на b. Правильно? Или знаменатель fb в числителе b минус f. Соответственно, b', перевернем дробь, будет fb разделить на b минус f. Согласны? Угу. Есть такое дело? Есть такое дело. Так, товарищ Елизавета, чего видите? Товарищ Денис, Я. чего видите? Ополовные треугольники. Ополовные треугольники. Соответственно, h большое относится к h', да? H' как кто? Как b относится к b'. К b'. Отлично. Отсюда чего можем достать? h'. Верно? h' равно, соответственно, hb' разделить на b. Правильно? Согласны? Отлично. Отлично. Окей. Так, у нас есть b', у нас есть h', у нас есть OD. Верно? Давайте их зафиксируем, выпишем отдельно. Ну, по крайней мере, я это сделаю, чтобы не потерять их. Эту часть сотру, она нам уже не нужна. Итак, у нас есть b' равное fb b минус f. У нас есть h' равное hb' деленное на b. И у нас есть OD равное hb плюс hf деленное на b минус f. Просили-то найти x. Верно? Кто чего видит? Абсолютно верно. Давайте его посмотрим. Вот этот справа, да? Вот он, треугольник. Так? Маленький или большой? Да? Вот они у нас. Так? Тогда x относится к OD. Да? X относится к OD. Как кто? X минус b'. Вот этот кусочек у нас это x минус b'. Абсолютно верно. X минус b' относится к h'. Тогда отсюда достаем x. Верно? Отсюда достаем x. Нужно уже. Давайте достанем отсюда x. Так, чего у нас будет-то? X равен. X равен x минус... ты хочешь раскрыть. Подожди. X' равно x минус b' умноженное на x. Так ты хотел? Да. Так. XH. Ой, на x, на OD, прошу прощения, на OD. Верно? На OD. Да, типа потом делить. Но здесь у нас и слева, и справа будет с тобой x. Давай избавимся от него. По члену поделить на x все. Ну тогда у тебя вот здесь иксы возникнут, здесь у тебя единица возникнет, и здесь у тебя h возникнет. Ну, здесь очень просто, здесь нужно раскрыть на самом деле скобки. Xh' равно xOD минус b' OD. Согласен? Перенести через знак равно, получим xh' минус xOD. Это равно минус b' OD. Правильно? Вынести x. h' минус OD равно минус b' OD.
Все разделить на h', x равняется минус b' od разделить на h' минус od. Верно? И теперь мы хотим избавиться от минуса. Правильно? Соответственно, что нужно сделать в знаменателе? Просто вынести этот минус. Правильно? Получим b' od разделить на od минус h'. Правильно? Вынесли минус. Минус на минус дал плюс. Ну, теперь самое волшебство остается, да? Алгебра. Подставляем все потихоньку. Соответственно, b', да, умноженное на od. Сперва заменяем od. Соответственно, hb плюс hf разделить на b минус f. Верно? И это у нас делится, да, то есть домножается на знаменатель. od у нас с вами, соответственно, это hb плюс hf, деленное на b минус f, и минус h'. Согласны? Угу. Так. И дальше у нас b'. Ну, давайте здесь сперва разберемся, приведем все в красивый вид. hb плюс hf. Здесь у нас b минус f. Соответственно, здесь у нас hb плюс hf минус h' умноженное на b минус f. На b минус f. И разделить все это дело на b минус f. Правильно? b минус f сокращается. Получаем b' hb плюс hf разделить на, соответственно, h малое b плюс hf минус h' b минус f. Верно? Так же у вас получилось? Отлично. Теперь заменяем h'. Да? Давайте заменим h'. И b' в самый последний момент. Итак, b' это hb плюс hf разделить на hb плюс hf минус h' это у нас hb' деленное на b умножить на b минус f. Вот, наверху. h' у нас равно hb' деленное на b. Из подобия. Правильно? Правильно. Отлично. Окей. И теперь заменяем b'. Да? Давайте я подниму эту формулу куда-нибудь вот сюда. А лишнее уберу. Это вот лишнее уберу. Чтобы она не мешала. Так, а теперь заменяем b'. Соответственно, b' это у нас fb деленное на b минус f умноженное на hb плюс hf разделить на hb плюс hf минус h деленное на b. b' это у нас fb деленное на b минус f. Так? И здесь у нас умноженное на b минус f. Правильно? Угу. Следите за мной? Окей. b минус f у нас уходят. Правильно? Согласны? Что у нас остается? fb деленное на b минус f. Здесь hb плюс hf разделить. Здесь у нас, соответственно, hb плюс hf минус. Здесь у нас b-шки ушли. Осталось hf. Они у нас ушли. Правильно? Согласны? Соответственно, fb деленное на b минус f, hb уходит в знаменатель дроби, hb, здесь у нас hb плюс hf,
Бшки ушли. И окончательно имеем FHB плюс HF большое разделить на B минус F. Все. Угу. И H маленькая. H маленькая. Проверяем. FHB плюс HF. Все верно. F минус B. H малое. Все. Да? Давайте повыше ее подниму. Итоговую расчетную формулу. Сюда сейчас поднимем повыше, чтобы подставить. И посчитать. Так. Кусочек здесь не нужен, какой-то прицепился. Это у нас кто? X, да? Это у нас X. Ну давайте. 20. Что, все в сантиметрах, все сократится. Соответственно, H4, B 70 плюс 5 на 20 на 20. Здесь у нас 70 минус 20 и умножить на 4. Верно? Угу. Так, 20 и 4 сокращаем. Здесь у нас 5. Внизу 50. Сокращаем, значит, 10. То есть получается 4 на 70 плюс 5 на 20 разделить на 10. Верно? 10 и 10 сокращаем. Получаем туда-то загнуто 760. 4 умножить на 7 плюс 5 на 2. Верно? 7 на 4 28. И плюс 5 на 2 плюс 10. Правильно? 38. Согласен? Все верно? Денис, показать, почему так? Серый получается 7600. Зачем ты считаешь таким образом? Ты накапливаешь ошибку. Давай еще раз. Давай еще раз. F20, согласен? Да. H малая 4. Да. B малая 70. Плюс H большое 5. Плюс 5 умножить на 20. Умножить на 20. Верно? В знаменателе B минус F 70 минус 20. Правильно? Умножить на H малое на 4. Правильно? Начинаем сокращать. Сразу что видим? Здесь 5. Правильно? 70 минус 20. 50. 50 сокращаем на 5. 10. Верно? У нас 4 на 70 плюс 5 на 20 разделить на 10. Выношу общий знаменатель 10 в числителе. Верно? 4 на 7 28 плюс 5 на 2 10. Верно? Или 38. 38 сантиметров. Все? Окей? Простая. Надо больше считать. Так, ну что? Давайте следующую. Следующую. Тоже простенькую. Ту-ту-ту-ту-тун, 2 часа подряд. 2 часа Да подряд. сейчас сделаем перерыв. Сейчас я заскриню. Будет 5 минут перерыв. Так, заскриню, будет 5 минут перерыв. Все, заскринил. Давайте отдыхать. 5-7 минут перерыв.
Так, чего имеем? Дальше Елизавета. Параллельный пучок света ртутной лампы нормально падает на дифракционную решетку с периодом d 5 микрометра. За решеткой находится объектив с фокусным расстоянием 25 сантиметров. В его фокальной плоскости параллельной решетки экран, на котором наблюдается линейчатый спектр лампы. Каково расстояние дельта L на экране между желтой линией с длиной волны лямбда такой-то в спектре порядка m1 равная 3 и синей линией лямбда 2 равная 436 нанометров в спектре порядка m2 равная 4. Окей. Ну давайте смотреть. Дифракционная решетка. Верно? Примерно нарисованная. Окей. Падает нормально пучок света. Это же нормально. Отлично. Выберу две точки. Период решетки D. Согласны? Соответственно, здесь у меня линза стоит. Вот здесь у меня будет с вами оптический центр линзы. Соответственно, на экране удобнее было. На экране напротив оптического центра линзы у меня будет образовываться максимум какого порядка? Нулевого. Верно? Нулевого порядка. Замечательно. Максимум нулевого порядка. Начну выполнять построение. Ну, например, пройдет лучик без преломления через оптический центр линзы, а второй лучик пройдет как-то вот так. Давайте параллельно этому пусть пройдет здесь до линзы, а здесь как-то вот так. И образуется максимум какого порядка? Какого-то. Верно? Какого-то порядка. Ну, что-нибудь не точно. Так будет продолжаться. Ну да, почему нет? Почему нет? Окей. Образуется максимум какого-то порядка. Соответственно, здесь у нас угол φ, d синус φ, вспоминаем, равен чему? m лямбда. Правильно? Соответственно, синус φ равен m лямбда, деленное на d. Расстояние от максимума какого-то порядка. Это расстояние у нас x, если вы помните лекцию. Верно? Согласны? Расстояние от линзы до экрана равно фокусному, потому что экран находится в фокальной плоскости. Соответственно, отношение x к f это тангенс угла φ. А тангенс угла φ это у нас кто? Это синус угла φ разделить на корень квадратный из единицы минус синус в квадрате φ. Правильно? Тогда расстояние от нулевого максимума до максимума m-ного порядка x равно f синус φ разделить на корешок из единицы минус синус в квадрате φ. Вот какое у нас расстояние, если здесь у нас ось иксов с вами. Ось иксов. Какое расстояние от максимума нулевого порядка до максимума m-ного порядка. Верно? Соответственно, делаем замену. Получаем x равно f m лямбда разделить на d. Знаменатель у нас единичка минус m лямбда в квадрате, деленное на d в квадрате. Приводим в соответствие, получаем f m лямбда, деленное на d. Здесь корешок d в квадрате минус m лямбда в квадрате
Все дело деленное на d в квадрате. d в квадрате из знака корешка вытаскиваем. Все прекрасно сокращается. Получаем fm лямбда, деленное на корешок из d в квадрате минус m лямбда в квадрате. Верно? Легко заметить, что f это постоянная величина, это расстояние от линзы до экрана. Длина волны это постоянная величина, период решетки это постоянная величина. То есть расстояние x от нулевого до какого-то максимума будет определяться величиной самого максимума. Верно? Соответственно, x1 это у нас f m1 лямбда разделить, ну лямбда 1, да? Соответственно, разделить на корень квадратный из d в квадрате минус m1 лямбда 1 в квадрате. Правильно? Тогда расстояние до какого-то другого максимума x2 равно fm2 лямбда 2 аналогично разделить на корешок из d2 минус m2 лямбда 2 в квадрате. Правильно? Соответственно, если у нас здесь m1, то где-то там у нас должен быть m2. Правильно? Так. Тогда ширина спектра, если вы помните, дельта, ну в нашем случае это дельта L по условию задачи, она равна чему? Здесь у нас если x1 и m1, то здесь x2 и m2. x1 плюс m1. x2 минус x1 получаем дельту равную дельта L. Расстояние между двумя максимумами это ширина спектра. Расстояние между двумя максимумами это ширина спектра. Это у нас было на лекции. Верно? Верно. Ну, соответственно, вычитаем. Ну, проверить достаточно легко. Откуда вычитать? Достаточно посмотреть на самом деле на длины волн. Да? И на наши m-ки. Здесь у нас 4 длина волны 436. Здесь у нас тройка длина волны 578. Где знаменатель меньше, да, знаменатель меньше, соответственно, результат деления будет больше. Верно? Результат деления будет больше. Мы видим, что лямбда 2 меньше, чем лямбда 1. Верно? 436, здесь 578. Правильно? Окей. Соответственно, дельта, что там, дельта L просили найти, да, ширину спектра. x2 минус x1 или f выносим как общий множитель. Здесь m1 лямбда 1 деленный на корешок d в квадрате минус m1 лямбда 1 в квадрате минус m2 лямбда 2 деленный на корешок d2 минус m2 лямбда 2 в квадрате. Правильно? Угу. Все, задача, соответственно, решена. Задача решена. Задача решена. Так, ну что, давайте следующий. Давайте следующую. Так, что там получилось? Посчитали вы на калькуляторе? Сколько ширина спектра? Считали? До конца экзамена будем составить тест. Но мы уже все прошли. Нет. Нет, мы будем решать тест.
Когда будем, я еще пока не знаю. Тебе будет легче с первой части, если ты сейчас освоишь сложную часть. Гораздо будет легче. Так, ну давайте. Посчитала Лиза, нет? Не посчитала. Почему? Не можешь посчитать. Ладно, дома посчитаешь. Давайте следующую решать задачу. Так, чего у нас здесь? Параллельный пучок света. Длиной волны лямбда 600 нанометров, то есть монохроматический, с концентрацией фотонов n равная 10^14 метрам минус третьей степени, морально падает на идеальное зеркало, равномерно освещая всю его поверхность, площадь которой равна 1 метр в квадрате. Чему равен модуль силы F давления этого светового пучка на зеркало. Окей. Так, понятно, что дано. Да? Вспоминаем первое. Давайте рисунок сделаем нашего лазерного лучика. Лазерного лучика, который, соответственно, падает на зеркало. А здесь у нас зеркальце. Вера Александровна решила суперсложную олимпиадную задачу, которая не получалась у меня. Да, такое бывает. У меня иногда олимпиадные суперсложные задачи не получаются. Зато они очень хорошо получаются у Веры Александровны. Так, соответственно, чего у нас? Есть площадь, есть пучок лазерный. Здесь у нас множество фотончиков. Верно? Конечно, плохо рисовать их в виде шариков. Но по-другому вам будет тяжело воспринимать. Верно? Согласны? С чего начнем с первого? Ну, надо полагать, что энергия одного фотона, да, энергия одного фотона это величина равная h-nu. Все, надеюсь, помнят, что такое h. Да? H. Нет, это не высота. Это постоянная планка. Постоянная планка. Да, ее можно со штрихом писать, но для экономии времени. Постоянная планка 6,6 на 10 минус 34 джоуля умножим на секунду. Согласны? Ну, все помнят, что импульс фотона, я на занятии выводил его, это постоянная планка разделить на длину волны. Абсолютно верно. С другой стороны, все помнят, что импульс фотона это масса покоя фотона на скорость света. Верно? Правильно? Давайте посмотрим. Вот у меня на зеркальце летит одинокий фотончик. Чем он обладает? Он обладает начальным импульсом P нулевое. Ударяется в зеркальце и отскакивает. Правильно? Обладает P конечным. Изменение импульса этого фотона чему равно? P конечное минус P начальное. Но P конечное это у нас M нулевое C. Правильно? И P начальное это M нулевое C. Правильно? Согласны? Направим ось иксов по P конечному. Тогда получим дельта P равная, ну и P конечное равно P начальному по модулю. P конечное равно P начальному по модулю равно P. То есть это P минус, верно? P начальное противонаправленно с иксов минус минус P. Или 2P. То есть зеркалу мы передаем двойной импульс. Наша дельта P. Тогда изменение импульса фотона можно записать следующим образом. Одиночного фотона как 2h деленное на лямбда. Да, то есть изменение импульса, которое мы передали зеркалу. Согласны? Ну, это первое. Второе, что можем сказать. Из динамики. Второй закон импульса, второй закон Ньютона в импульсной форме. Это дельта P делить на дельта тау. Правильно? Дельта P делить на дельта тау. Отлично.
Тогда для n фотонов это n дельта p делить на дельта тау. То есть множество фотонов передает общую силу. Это сила одного фотона умножить на количество этих фотонов. Согласны? Отлично. Что такое n? Это число фотонов. И чему оно равно? У нас есть концентрация n малая. Концентрация n малая — это количество делить на объем. Тогда количество фотонов — это концентрация, умноженная на объем. Правильно? Концентрация умноженная на объем. Когда силу, которую передают эти n фотонов, это концентрация, умноженная на объем, дельта P на дельта тау. Согласны? Отлично. А что такое объем? В данном случае у нас объем цилиндра. Это площадь основания, верно? Площадь основания, умноженная на что? На путь, который проходят эти фотончики. На дельта L проходят они путь. Правильно? Давайте не дельта L. X же мы здесь направляли. На дельта X. На дельта X. Правильно? То есть S основания умножено на дельта X. Согласны? Так. Подставляем. Получаем n умноженное S основания умноженное на дельта X на дельта P разделить на дельта тау. Отлично. Замечательно. Кто что увидит? Фотоны движутся с чем? Со скоростью c. Верно? Путь, деленный на время, это кто есть? Это есть скорость света. Тогда сила, которую придают зеркалу n фотонов, это концентрация на площадь основания. Давайте основания не буду писать уже. На скорость света на дельта P. Или концентрация на площадь основания на скорость света, а дельта P это у нас, напоминаю, 2h лямбда. h деленное на лямбда. 2h деленное на лямбда. Правильно? Итого, наша сила, которую оказывает n фотонов в пучке лазера, равна NSC 2h деленное на лямбда. Проверяем, все ли у нас достаточно. Лямбда есть, n есть, s есть, c мы знаем 3 на 10 восьмой метров в секунду. Все. Задача решена. Согласны? Что-то простая. Давайте посложнее. Задачу. Посложнее. Посложнее. Такое, наверное. Вот йен такое. Ну что, пробуйте. Пробуйте смелее. Пробуйте смелее.
Так, ну чё, товарищ Елизавета, рассказывай, что происходит-то у нас? Есть у нас плоскопараллельная пластинка. Верно? Такая плоскопараллельная пластиночка с затемненными боками. Боковушки у нас здесь затемнены. Правильно? В круговую, затонированы. И чего? Падает. Сколько максимально, да? Наибольшее число мы увидим пятен на потолке, да? Так, какое предложение по решению? Какое предложение по решению? Угол, мне кажется, было бы смотреть лучше. Я думаю, что сейчас нужно найти угол Какой угол? максимальный возможность. Возьмите какой-нибудь треугольник. Не треугольник, а треугольник. Не разрешите его обратиться. Давай, распишу. А, Б, С, Д. Можно найти угол АЦД. Угол АЦД. АЦД. Ну давай, хорошо. Это будет максимальный. Чего максимально будет? Этот угол? При котором будет наибольшее свободение получилось. Почему? Почему такой угол? Потому что больше не возьмешь. Вы помните, что чем больше упало, чем меньше мы возьмем, тем больше. Чего происходит в самой плоскопараллельной пластине? Давайте с этого начнем. Товарищ Елизавета. Падает пучок. Ну, лучик от лазера. Преломляется там, и когда преломляется, потом опять отразится, но ну, там он ничего не теряет. Здесь у нас происходит отражение. Там Верно? преломится и опять там Выйдет. Так. И так вот будет. Соответственно, здесь он также отразится. Верно? Ну, потеряв, конечно, часть энергии. Отразится от нижней стенки. Выйдет. Правильно? Часть отразится от верхней стенки. Отразится от нижней стенки. Выйдет. И так далее. Правильно? Здесь у нас сверху потолок. И мы будем видеть точки наших лучиков. Вот что у нас происходит в плоскопараллельной пластинке. От чего будет зависеть количество вот этих вот точек? От периода, с которого они будут отражаться. Ну, давайте этот период D обозначим. Этот период D. Еще от чего? От того, сколько этих периодов у нас здесь уложится. Верно? От количества этих периодов. От ND. Верно? От количества этих периодов. У нас D уже был присутствует. Что был? У нас D уже был. А, был уже. Ну давай не D, а B тогда. От NB. От количества этих периодов. От NB. Правильно? Это у нас B. Окей. Тогда количество отражений. Давайте n' обозначим. Количество отражений это что? Вот период, еще период, еще. Нет, количество отражений это количество лучей. Сколько лучей-то? Посчитайте. И сколько периодов? Здесь тоже у нас, да, по всей видимости, выходит лучик.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А количество периодов? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это количество отраженных лучей чему равно? Количество периодов плюс 1. Верно? Количество периодов плюс 1. От чего зависит количество периодов? Вот от этой длины. Правильно? Еще от угла. Да подожди ты с углом. Сейчас мы с углом разберемся насчет угла. От этой длины. Правильно? Где у нас наибольшая длина? По диагонали нашей пластинки. Пластинка квадратная, верно? А значит диагональ квадрата равна чему? А корней из двух. Верно? А корней из двух. Длина равна. Окей. Ну хорошо. Теперь от угла. Давайте от угла. Сделаем чуть-чуть увеличенный вид. Посмотрим, что происходит с одним лучом хотя бы. Лучик падает у нас. Падает он под каким-то углом альфа. Верно? Преломляется здесь под углом бета. Правильно? Угол бета как накрест лежащий. Соответственно, выходит он у нас. Границы раздела тоже под углом бета. Здесь отражается под углом альфа, согласно закону отражения. И преломляется также под углом альфа, так как здесь бета у нас накрест лежащий. Правильно? Отлично. Окей. И это мы сказали, вот это расстояние у нас b. Правильно? Тогда вот это расстояние чему равно? Вот это расстояние b пополам. Верно? b пополам. А толщина пластинки d. Соответственно, b вторых к d. Это у нас есть кто? b вторых к d. Тангенс угла бета. Тангенс угла бета. b вторых к d. Отлично. Тогда b чему равно? b разделить на 2d равно тангенсу бета. Тогда b, это расстояние, период, равен 2d тангенса угла бета. Согласны? Угу. Наш период равен 2d тангенс бета. Отлично. Кто такой тангенс бета? Это синус угла бета. Разделить на корешок из единицы минус синус в квадрате бета. Правильно? Согласны? Ну, замечательно. А чего сказал Снеллиус? Сказал он, что синус угла альфа разделить на синус угла бета. Мы делим большее на меньшее. Значит, мы должны делить показатель преломления стекла, показатель преломления воздуха, ну, который равен единице. Или синус альфа разделить на синус бета равен единице, деленной на n. Правильно? Согласны? Тогда синус бета равен синус альфа разделить на n. Согласны? Все незамысловато, все просто. Отлично. Тогда период решетки b равен 2d тангенсов бета, либо синус бета разделить на единицу минус синус в квадрате бета, или 2d умножить на синус альфа, деленное на n. Знаменатель у нас корешок из единицы минус синус в квадрате альфа, деленное на n в квадрате. Или 2d синус альфа, деленное на n, корешок из n в квадрате минус синус в квадрате альфа. Ну, а n в квадрате я вынес за знак корня. n-ки сократились. Правильно? Согласны? Тогда b равен, соответственно, 2d синус альфа
разделить на корешок из n в квадрате минус синус в квадрате альфа. Правильно? Ну вот мы вывели b, вывели период. Как мне посчитать количество этих периодов? L разделить на b, верно? То есть количество периодов это L разделить на b, да? То есть n b это количество периодов, это L разделить на b. Ну а L у нас а корней из 2 деленное на b, верно? Или а корней из 2 диагональ нашего квадрата. Мы ее посчитали, правильно? Разделить на 2d синус альфа. Ну и корешок у нас ушел сюда. n в квадрате минус синус в квадрате альфа. Правильно? Соответственно, количество отражений n' это nb количество периодов плюс единичка. Ну или а корней из 2 деленное на 2d синус альфа корешков из n в квадрате минус синус в квадрате альфа плюс 1. Верно? Окей. Все очень просто. Все очень просто. Очень просто. Окей. Так. Ну что, давайте следующую. Угу. Следующую задачку. Следующая задача. Следующая. Ну, давайте вот такую. На рисунке у нас изображена интерференционная схема Юнга, в которой источник S монохроматического цвета с длиной волны лямбда 600 нанометров помещен перед ширмой с двумя узкими щелями, находящимися на расстоянии d 1,5 мм друг от друга. Из-за дифракции на этих щелях свет после ширмы расходится во все стороны, как от двух когерентных источников. И на экране на расстоянии L 3 метра от ширмы со щелями наблюдается интерференционная картина. Найдите период дельта X этой картины, да? То есть расстояние между интерференционными полосами на экране. Экран расположен параллельно ширме. Ну, давайте вспоминать лекцию, а чего просят-то найти? Чего просят найти-то? Ширину интерференционной картины. На лекции мы ее обозначали дельта. Вот такая дельта малая. Верно? Мы ее обозначали. Просят найти ширину интерференционной картины.
Это то, как мы обозначали это дело на лекции. Верно? И что мы видим на рисунке? Мы видим, что у нас здесь, так как равнобедренный треугольник, да, период у нас D, основание этого треугольника, D, равнобедренный треугольник, разность хода между лучами равна чему? Нулю. Правильно? Лучи одинаковой длины, соответственно, на рисунке у нас разность хода равна нулю. А значит, на экране мы видим максимум какого порядка? m нулевого. m нулевого. Замечательно. Но просит найти между соседними максимумами. Здесь у нас нулевой порядок, а здесь, по всей видимости, ну, первый порядок какой-то. Верно? Согласны? Первый порядок. Соответственно, расстояние между соседними максимумами, если вы помните, да, между максимумом n плюс 1 порядка, n плюс 1 порядка и максимумом n-ного порядка из лекции, да, это и есть ширина интерферационной картины. Или период этой интерферационной картины. Помните, да? Угу. Окей. Все из лекции. Давайте рисовать, смотреть, что происходит. Найдем нашу дельту, да, ну здесь в нашем случае это дельта x. Дельта x. Ну, без разницы, как это называется. Давайте нарисуем. Посмотрим, что происходит. Итак, у нас есть с вами вдоль одной прямой, вдоль одного отрезка, два источника света. Когерентных. Правильно? Один источник света у нас S1, второй источник света S2. Согласны? Серединный перпендикулярчик. Серединный перпендикулярчик. Соответственно, экран. Товарищи, экран. И мы видим с вами на экране максимум какого-то порядка. Ну, пусть он будет первого порядка, без разницы. Правильно? Ну, здесь будет максимум первого порядка, а здесь у нас максимум нулевого порядка. Да? В силу того, что, еще раз напомню, разность хода между лучами к центру нашей интерферационной картины, разность хода равна нулю. Верно? То есть это у нас пунктиром идет равнобедренный треугольник. А разность хода между лучиками равнобедренного треугольника равна нулю. Согласны? Так, что мы имеем с вами? Имеем мы с вами следующее. Вот это расстояние, согласно условию задачи, L. Правильно? Замечательно. Окей. Ну, давайте, здесь у нас точка О пусть будет, здесь точка А. Точка А. Ну что же будем делать? Что будем делать? Ну, первым делом, наверное, определим разность хода. Верно? Расстояние между источниками в период нашей дифракции D, да, дифракционной решетки, так называемой, да, или период расстояния между когерентными источниками света, это у нас с вами дельта. Правильно? Скажите, пожалуйста, что делаем там? Ну, смелее. Смелее. Ну,
разность хода чему равна? Дельта. Если это d, здесь если у нас с вами уголок φ, правильно? Уголок φ между перпендикуляром проведенным к нашему отрезку S1, S2, то вот наш с вами уголок φ. Правильно? Согласны? Когда дельта, это катет, лежащий напротив уголка φ, равен d синус угла φ. Правильно? Угу. Так? Так. d синус угла φ. d синус угла φ. Отлично. Ну, давайте скажем, что углы у нас малые. Верно? Но углы у нас действительно малые, потому что расстояние между щелями 1,5 мм, а расстояние от этих щелей до экрана 3 метра. Вот это 3 метра, а вот это у нас 1,5 мм. Верно? Соответственно, угол φ, синус φ у нас стремится к углу φ. Правильно? Так как расстояние между щелями маленькие. Угу. Согласны? Примерно равен самому углу φ. Тогда дельта это d φ. Правильно? Так, ну разобрались с половиной задачи, можно сказать. Дельта равно d φ период решетки, да, ну или период расстояния между нашими источниками умножен на угол φ. Так. Где же мне еще найти этот угол φ-то? С вами. Где же мне еще найти этот угол φ? Ну, да, можно, но зачем? Здесь все проще, здесь надо заморачиваться. Так, Елизавета, чего там? Ну, смелее. 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 Ну, практически правильно на самом деле, что АО плюс d вторых, да, то есть вот это расстояние, правильно? На d вторых, а? Да, плюс на d вторых, правильно? Ну, практически правильно, да. Дело в том, что так как у нас здесь углы достаточно малые, то вот этот уголок у нас еще меньше, чем вот этот уголок, верно? Согласны? Ну, какой-то фи-штрих. Правильно? Он будет еще какой-то меньше. Правильно? Ну, они практически, на самом деле, при малости угла, они практически равны, можно сказать. Верно? То есть, они практически у нас, эти уголки, равны. То есть, на большом рисунке мы видим между ними разницу. Но на самом деле, представьте себе 1,5 миллиметра. Да? 1,5 миллиметра. Сейчас постараюсь отнести рисунок. Ну, конечно, здесь на экране этого не представишь, но представьте себе, что экран ваш вот здесь находится. В этой части экрана. Видно на доске? И две точки, между которыми расстояние примерно 1,5 миллиметра. Вот ваша интерференционная картина. Ну, здесь не 1,5 миллиметра и не 3 метра, да, на экране. Вот если представить, это то же самое, что с угла одной стенки до угла другой стенки, верно? Эти углы на самом деле уже не отличаются друг от друга. Если они настолько малые, то мы на самом деле можем сказать, что φ' примерно равно φ, верно?
Фи' это вот это расстояние наше x от максимума m-ного порядка, да? Вернее, тангенс фи'. Тангенс фи' это x деленное на L, верно? А тангенс фи' это примерно само фи', а они равны фи. Правильно? Значит, мы можем сделать замену для разности хода. Это dx деленное на L. dx деленное на L. Согласны? dx деленное на L. То есть нужно учитывать, что такие большие расстояния, углы уже здесь неразличимы. Настолько они мелкие, эти углы. Окей. Ну, действительно, вы можете дома проделать опыт с интерференционной картиной, завешать окно плотной темной бумагой, проделать на расстоянии 1,5 мм, а лучше миллиметр друг от друга, иголочкой 2 отверстия. Вот, окно всегда напротив какой-то стены. На стене вы видите интерференционную картину. Достаточно прекрасную. Да, если это белый свет, вы видите радужки, соответственно. Ну или можете сделать камеру обскура, если хотите. Вот. Это просто отверстие в экране, которое загораживает окно, темный экран. Вот. На стене вы увидите все, что происходит на улице, только в перевернутом виде. Цветное. Такой проектор из маленькой точки на окне. Всего лишь камера обскура. Окей, соответственно, разность хода d мало x, деленное на L большое. С этим разобрались, верно? А что у нас просят-то найти? Просят найти ширину интерференционной картины. Мы можем найти ширину интерференционной картины между максимумами. Правильно? Условие максимума дельта равна чему? m лямбда. Соответственно, m лямбда равно dx делить на L. Верно? dx делить на L. Отсюда мы можем найти координату x какого-то максимума. Верно? Координата x какого-то максимума. Соответственно, m лямбда деленное на d и умноженное на L большое. Согласны? Угу. Окей. Окей. Ну, давайте найдем эту ширину. Давайте найдем по первому максимуму. То есть пусть вот этот x это уже и будет наша дельта x. Согласны? Правильно? Мы можем найти ширину. Она будет одна и та же. Наша дельта x. Да? Если мы рассмотрим максимум первого порядка и соседний максимум, максимум второго порядка. Это у нас x для первого порядка, верно? А это у нас с вами x для второго порядка. И это тоже наша дельта x. Кому как угодно. Согласны? Вот. На самом деле та же самая ширина между нулевым порядком, да, предыдущий максимум это нулевой порядок, на, соответственно, и следующий это максимум первого порядка. Разность между ними. Соответственно, x нулевого максимума это m нулевое лямбда деленное на dl, x первого максимума это m первое лямбда деленное на dl. Правильно? Малая дельта или дельта x равно, соответственно, следующий минус предыдущий, да? xn плюс 1 минус предыдущий, минус xn. Правильно? Все из лекции. Окей, ну что ж, ну давайте, соответственно, нулевой порядок у нас равен нулю, потому что m0 равно нулю. Правильно? m1 равно единице. Соответственно, m1 лямбда деленное на dl минус m0 лямбда деленное на dl. Эта наша штука обращается в 0. И мы получаем всего лишь нашу дельту, которая дельта x, как m1 лямбда деленное на dl. Правильно? Замечательно. Ну или лямбда l делить на d. Наша дельта x. Окончательная расчетная формула. Все, причем, как доктор прописал, прямо из лекции, да? Там было все то же самое. Верно? Там было все то же самое. Так, давайте на дом что-нибудь вам надо задать. Хорошая задача, которая мне не нравится, как решена на всем известном портале. Вот, не нравится мне, потому что, ну, откровенно, как бы, да, ответ получается верно, но такой вот подгон под ответ небольшой. Поэтому
Как там решение, я сразу скажу, я не принимаю. Я его не приму, потому что для этого есть четкие обоснования. Вот, то есть такое авторское решение я не приму. Такое авторское решение я не приму. Как там, вы можете посмотреть, это задача авторское решение. У меня на это есть ряд причин, почему я не приму. Ряд причин почему? Ну, потому что если рассматривать задачу с другой концепцией, то уже это решение не подходит. То есть, если выполнить проверку, так скажем, другой концепции этой задачи, концептуальный другой прием, то это уже проверка не подходит. Ну, в смысле, это решение. Вот. Все согласно законам построения. Так, задача номер 2. Задача номер 2. Ну, понятно, да, что у нас здесь происходит? У нас здесь призма. Правильно? Значит, нужно будет рисовать. Очень много рисовать. Вот. Соответственно, очень много будет рисовать для этой призмочки и смотреть углы. Так. Так. Ну, давайте такую задачу. Очень интересную. Так, секунду. Такую задачку надо. Так. Давайте про дедушку Пети, который плохо видит. И на этом... Дедушка Петя? Ну, все дедушки старые. Я тоже уже не очень вижу. Минус 2. Нормально. Так, это 4-я задача. Так скажем, на этих 4 задачах мы с вами закончим 32 задания оптика. То есть у нас осталось последнее занятие, это разбор этих заданий. Если кто-то их не решил, но их лучше решить. Мы с вами закончим раздел оптика. Вот. И чего мы с вами начнем разбирать? На следующем? Ну да, на следующем занятии мы закончим. Но я думаю, что вы решите их, и мне не придется их разбирать. Вот эти задачи. Ну вот на первую я не рассчитываю, что вы ее решите. На первую я не рассчитываю, потому что, так скажем, я сам, так призадумался. Вот, когда я начал оценивать разные концепции решения, я сам призадумался. Ну, благо есть Вера Александровна, которая прекрасно знает геометрию. В отличие от меня, я не очень-то в ней сведущ. Вот. Ну, я как бы ее достаточно хорошо знаю, но иногда, когда много построений, они меня пугают. Вот, у меня сразу глаза разбегаются. Скажем так, сведущ в геометрии, но когда много построений, глаза разбегаются. Поэтому на первую я не рассчитываю, что вы ее решите, мы ее разберем. А вот эти 3 вы обязаны решить. На самом деле, выполнить все построения, согласно правилам. И на следующем занятии закончим, значит, оптику. А чего мы начнем? Давайте подумаем, чего мы начнем. Электричество и магнетизм у нас уже было. Верно? Вторые законы Ньютона, кинематика, динамика, механика, мы ее все полностью прошли. Верно? Молекулярная физика, термодинамика, тепловой баланс, термодинамические процессы на интенсиве. Все прошли. Электродинамика, соответственно, магнетизм, электричество, правила Кирхгофа, методы потенциалов. Мы все это прошли, да? Сложные электрические цепи умеем решать. Бесподобно, легко, как раз 2 плюнуть. Верно? Вот, соответственно, оптику, можно сказать, мы прошли. Соответственно, нам осталась квантовая физика и фотоэффект и энергетические переходы в атоме ядра. Осталась полнейшая халява. Квантовая физика вообще. Да. Квантовая физика. Соответственно, как только мы закончим квантовую физику, ядерную физику, энергетические переходы в атоме, а там все очень просто на уровне школы, мы вернемся к легкой части и быстренько начнем нарешать фиговую тучу тестов. Вот. Поэтому, скрипя душой, у вас уже скоро экзамен. Может быть,
Может быть, еще будет какой-нибудь интенсив. Пока не знаю. Времени пока на это нет. Сразу говорю. Понятно? Поэтому старательно смотрим все лекции, все разборы, которые есть и ВКонтакте, и на канале. И готовимся сдать на высокий балл. Отлично. Все? Всем спасибо. Да. Фото.